Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тема сегодняшнего видео – как поднять цены, не теряя клиентов. Это видео будет интересно тем, кто в бизнесе, тем, кто хочет проработать свою сферу карьеры и бизнес. Это видео будет интересно тем, кто ищет единомышленников. Поэтому устраивайтесь поудобнее, нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте лайки, пишите свои комментарии. Нам комментарии очень интересны с точки зрения поиска новых тем для видео. Итак, почему нужно поднимать цены, с чем это связано и вообще стоит ли это делать? Давайте разберемся. В колесе жизненного баланса LongSwim у нас существует 8 сфер, и одна из сфер, которой мы посвящаем достаточно длительное время. Стоит отметить, что мужчине в сфере карьеры и бизнеса уделяют 80% своего времени. В то же время сфера отношений друзья тоже тесно связана с карьерой. Большинство наших друзей находится в этой сфере, и мы, когда меняем работу, постепенно обрастаем друзьями, которые являются нашими единомышленниками, которые разделяют наши жизненные взгляды. И теперь мы плавно подходим к вопросу тому, что по мере роста вашей профессиональной квалификации возникает вопрос, стоит ли поднимать цены. Если вы руководитель, у вас есть свой бизнес, вы руководитель крупной корпорации, этот вопрос вас, наверное, ежегодно посещает, когда вы строите свои финансовые планы на следующий год, анализируете свои расходы, и у вас всегда возникает желание, стоит ли сейчас поднимать свои цены на свою продукцию, на свои услуги. И колесо жизненного баланса LongSwim дает вам некоторые подсказки, чтобы вы этот шаг сделали осознанным, осмысленным, и чтобы он помогал эффективности вашего бизнеса. И давайте, пожалуй, начнем эту тему раскручивать и искать ответы. Итак, для чего поднимаются цены? Цены поднимаются для того, чтобы мы понимали, что мы уже внутренне готовы взять на себя ответственность за свои более сложные бизнес-процессы, за экспансию своего бизнеса и своей экспертизы за пределы страны, где вы проживаете, и это дает нам возможность еще раз прокачать свою сферу личностного роста, потому что в сфере личностного роста вы уже теоретически, может быть, издалека, может быть, глубоко ознакомились с новыми технологиями и понимаете, что вот эта новая технология даст вам прорыв, даст вам новых клиентов, даст вам более хорошую конкурентную позицию в этом мире. Итак, цель поднятия цены – это вы уже на себя взяли ответственность за новые бизнес-процессы. Новые бизнес-процессы – это не то, что вы сегодня привели в исполнение, а потом отменили. Бизнес-процессы означают то, что старые процессы уже себя отработали, мы их благодарим за то, что они оказали нам большую пользу, и делаем процессы новые, более сложные, более технологичные. Это требует увлечения всего коллектива для того, чтобы это было для них понятно, эту ценность нужно донести до клиентов, но давайте сейчас обсудим и то, какие преимущества дает нам поднятие цены. Первое – это выход на новые рынки сбыта. Вы переходите в новую категорию, то есть вы работали в среднем сегменте, потом вы выходите в более высокий ценовой сегмент, работаете с более дорогой публикой. Вы понимаете, это для вас испытание, это понимаете, что это шаг в более конкурентоспособную нишу, но оно и требует от вас большей собранности, большего желания занять свое достойное место, потому что в сфере карьеры и бизнес всегда стоит на последней стадии создания собственного бизнеса, который будет вам служить верой и правдой более продолжительное время. Следующая причина поднятия цен – это быть более загруженными. То есть у вас часть производства загружена услугами средней ценовой планки, а другую часть загрузки оборудования вы хотите работать уже в более высоком ценовом диапазоне. Суммарно вы имеете нагрузку 100%, и таким вот образом у вас есть удовлетворенность от того, что все ресурсы, которые вы приобрели, которые вы смогли саккумулировать, они отбивают все затраты, и вы понимаете, что когда вы загружены более сильно на продолжительное время, это дарит вам некий элемент спокойствия. Последняя величина, она более эмоциональная, более рациональная, связана со сферой духовной роста и творчества. Вы поднимаете свою квалификацию, понимаете, что эту квалификацию вы можете продемонстрировать более широкому кругу своих друзей, знакомых, подрядчиков, конечных клиентов, и почему бы и нет. Если мы говорим о тех людях, которые заняты сферой услуг индивидуально, все зависит от вашей квалификации, это врачи, психологи, консультанты или
вы работаете в сфере услуг, где нужно работать руками. Один раз в жизни это нужно делать, пробовать поднять цены. Тема нашего видео – как поднять цены, чтобы вы не потеряли клиентов. Для того, чтобы вы не теряли клиентов, вы должны подбирать клиентов, исходя из ваших жизненных ценностей. То есть у вас сфера духовный рост и творчество должна проработана очень-очень качественно. Когда вы поднимаете цены, вы должны понимать, что ваши конечные клиенты должны обладать схожестью взглядов на жизнь, то есть вы с ними уже взаимодействуете как единомышленники, и в этом случае вы своих клиентов не будете терять. Если клиенты недовольны вашей высокой ценой, считают, что для них что-то непонятно в этой цене, всегда прорабатывайте сферу духовный рост и творчество как своего колеса жизненного баланса, так и колеса жизненного баланса своих клиентов. Да, вы не ослышались, вы можете методику колеса жизненного баланса применять к своим клиентам. Безусловно, это будет не самый точный результат, потому что для того, чтобы получить больший результат с точки зрения информации, вам нужно с клиентами или встречаться часто, или глубоко анализировать ту информацию, которая отрывочная, кусками или там кусочками. Но вы, когда начнете это практиковать, вы уже уловите следующие тенденции. Клиенты не против поднятия цены, они всегда за ростом цены хотят видеть возрастающую свою ценность для вашего бизнеса. Поэтому, как обратную связь, колесо жизненного баланса Longswim говорит о том, что перед тем, как поднять цену для клиентов, вам нужно поднять ценность этого клиента для вашего бизнеса, для вашей услуги, определить эту роль, сообщить о ваших долгосрочных планах и в рутине уже демонстрировать первое. То, что в понятии цены вы как исполнитель, как подрядчик даете большую ценность клиента. Ценность бывает не обязательно профессиональная, это более эмоциональная, это, например, доброжелательная обстановка, это понимание того, что вы уже выросли в своем профессиональном плане и пользуетесь заслуженной репутацией среди своих коллег. Давайте рассмотрим ситуацию, когда вы подняли цены и теряете клиентов, что это для вас означает, является ли для вас трагедией. Как я уже говорил, есть такая сфера, называется деньги, она находится по диагонали со сферой отношения и семья, и в сфере деньги на состоянии 4,8 я вам всегда рекомендую, и вот в этом видео тоже продолжаю рекомендовать, рекламировать себя, свои товары, свои услуги, тем самым обращая внимание на тех клиентов, которые о вас только что узнали или о вас только что услышали. Если вы будете поднимать цены, перед этим хорошо и тщательно проработав сферу деньги, у вас процесс поднятия цены будет происходить без потери клиентов. Если вы теряете клиентов, это означает, что в сфере деньги вы вот этим правилам пренебрегли или, наоборот, получили новый опыт и уже знаете, что для того, чтобы найти новых клиентов, нужно вкладываться в рекламу, в демонстрацию своих возможностей. И ничего страшного не произойдет, если вы расскажете о том, что вы действительно хорошо умеете делать и то, что вам нравится делать. Подводим итоги сегодняшнего видео. Как поднять цены, не теряя клиентов. Краткий итог. Вы прорабатываете свою сферу, как ни странно, духовный рост и творчество. Вы рассказываете о своих жизненных ценностях. На основании этих жизненных ценностей происходит удержание клиента. Вы даете обратную связь, что ваши жизненные ценности с ценностями клиентов являются сопоставимыми, соизмеримыми. Вы смотрите в одном направлении. Вы понимаете, что для вас нахождение друг с другом на этом этапе жизни является полезным и взаимовыгодным. Далее вы прорабатываете свою сферу карьеры и бизнес. Ваша цель, ваш бизнес сделать более технологичным, более продуктивным. Перед этим вы прорабатываете сферу личностный рост. Вот видите, как все взаимосвязано. И для того, чтобы избежать потери клиентов, не все клиенты могут принять ваше поднятие цены. Обязательно прорабатывайте сферу денег. Вернее, это нужно делать заранее. Те, кто это видео посмотрел, но инсайты еще не посетили, я вам рекомендую смотреть наше видео по несколько раз, примерно с частотой 1 раз в месяц. И цель просмотра повторный раз, и еще раз для себя открыть те инсайты. То есть наше видео является мотивационным в первую очередь, то есть оно мотивирует вас на положительные изменения, используя наш опыт. Следующий момент. Наше видео является информативным. Мы рассказываем о реальных эффективных моментах, которые одним людям уже помогли. Надеюсь, они будут
тоже полезным в вашей жизни, поэтому напишите, в каких странах вы живете, ваша история успеха, которой вы хотели поделиться, и тот вопрос, который хотите нам задать. В комментариях мы обязуемся в течение короткого срока ответить на ваш запрос. Если тема для видео требует более длительной подготовки, в течение 1-2 месяцев мы запустим, сделаем видео по вашему запросу. Всем, кто смотрел это видео, желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.